Жара стояла невыносимая. Воздух дрожал над пустынным шоссе, и казалось, что мир застыл. Именно тогда Алекс Грей, спасатель с многолетним стажем, услышал звук, который невозможно перепутать ни с чем — отчаянный, надрывный вой. Он сбросил скорость и свернул к обочине. Под сухим деревом он увидел истощенную овчарку. Она тянула веревку, хрипела, рвала лапами землю. Чуть выше, на ветке, висели 3 крошечных щенков. Их движения были едва заметны. Алекс не раз видел смерть, но это зрелище ударило сильнее любого пожара. Он выскочил из машины, выхватил нож и, успокаивая собаку, начал перерезать веревки. Щенки один за другим падали ему в руки, теплые, почти безжизненные. Но один кашлянул. Потом второй дрогнул. Третий тихо пискнул. Алекс не сдержал слез, они были живы. Связь не работала. Солнце жгло беспощадно. Он укрыл малышей спасательным одеялом, дал им воды, включил кондиционер в машине. Овчарка не отходила ни на шаг, будто охраняя каждое его движение. Неподалеку Алекс заметил следы шин и старый сарай. Интуиция не позволила уехать. Внутри он нашел еще 2 собак, истощенных, связанных, едва дышащих. Это было не случайно. Это была чья-то жестокая система. Когда он возвращался к машине, из кустов появился человек. Высокий, худой, с цепью в руке. Его голос был спокойным и пугающе равнодушным. Он говорил о боли так, будто это норма. Когда тот попытался напасть, Алекс не отступил. Бой был коротким и яростным. Цепь звенела, пыль летела в лицо, но в итоге нападавший оказался обезврежен. Дождь начался внезапно, редкий, теплый, словно сама земля выдыхала. Сирены послышались через несколько минут. Патруль, медики, ветеринарная служба. Щенков забрали, собак погрузили в фургон. Все выжили. Овчарке дали имя Люма, в честь света, который она принесла после темноты. Щенков временно разместили при спасательной части. Алекс приходил к ним каждый день. Один из малышей, самый слабый, оказался самым упрямым. Его назвали Спарк, за характер. Позже выяснилось, задержанный был частью сети, где животных калечили ради наживы. Его показания помогли спасти десятки жизней. Прошли месяцы. Во дворе части появился небольшой вольер с табличкой «Уголок Люмы». Щенки выросли. Сама Люма больше не боялась сирен. Она знала, что этот звук означает помощь. Когда Алекса спрашивали, герой ли он лишь качал головой. Он просто не смог проехать мимо. Иногда именно это и меняет все.